«Война и мир» в прямом эфире. На этой неделе мы наблюдали военные и дипломатические качели. В понедельник Трамп начал проект «Свобода» с благородной целью освободить из фактического плена застрявших в Персидском заливе суда и моряков. Иран отреагировал ударами по Объединенным Арабским Эмиратам. Были запущены 15 баллистических и крылатых ракет, беспилотники. Но США не отреагировали сразу. Сегодня ночью только последовали атаки на иранские порты. Зато в среду Трамп объявил о временном сворачивании проект «Свобода», объясняя это просьбой Пакистана и желанием вести переговоры с Ираном. В Исламабаде рассыпались в благодарностях и комплиментах американскому лидеру. Трамп собирается посетить Китай совсем скоро. Аббас Аракчи его опередил. Обо всем этом в материале Дианы Тасунян. Проект «Свобода» свернут. 2 дня продержались американцы, которые взялись обеспечить безопасный проход судов через Ормузский пролив. Иран все это время атаковал Объединенные Арабские Эмираты и Оман. Казалось, США возобновят полномасштабные военные действия против Исламской Республики, но этого не произошло. Трамп не расценил происходящее как нарушение режима прекращения огня и в итоге по просьбе Пакистана приостановил проект «Свобода», о чем президент США сообщил Truth Social. По просьбе Пакистана и других стран с учетом достигнутого нами значительного военного успеха в ходе кампании против Ирана, а также того, что был достигнут серьезный прогресс на пути к полному и окончательному соглашению с представителями Ирана, мы взаимно договорились о следующем. Несмотря на то, что проект «Морская блокада» остается в полной силе, операция «Проект Свободы», проведение судов через Ормузский пролив, будет временно приостановлена на короткий период, чтобы понять, удастся ли завершить и подписать соглашение. Президент США Дональд Трамп. Заявление Трампа о приостановке проекта «Свобода» прозвучало вскоре после того, как госсекретарь США Марко Рубио заявил на брифинге в Белом доме, что операция «Эпическая ярость», которая началась в конце февраля, достигла своих целей, и Вашингтон переходит к следующему этапу. Говоря о проекте «Свобода», Рубио отметил, что он носит исключительно оборонительный характер. «Стрельбы не будет, пока в нас не выстрелят первыми», добавил он. Наш президент не раз показывал, что его приоритет – мир, но Иран должен принять реальность ситуации, сесть за стол переговоров и согласиться на условия, которые будут выгодны для него, но в конечном итоге и для всего мира. Дипломатический путь, если он вообще существует, я не уверен, что он есть, но если такой реальный дипломатический путь есть, и мы продолжим его искать. Стив и Джаред активно работают над этим. Если этот путь существует, он может привести Иран к восстановлению, процветанию и стабильности. Был ли ультиматум? Ведущий Fox News Брэд Байер заявил после интервью с президентом США Дональдом Трампом, что американский лидер дал Ирану неделю на подписание мирного предложения Вашингтона. Это вызвало ажиотаж. Но позже сам Трамп сказал, что не устанавливал никаких дедлайнов и в принципе доволен, как проходит переговорный процесс. Правда, не понимает, почему Иран тянет. Нет, они очень хотят заключить сделку. Посмотрим, получится ли. Если получится, у них не должно быть ядерного оружия. Все очень просто. Я не понимаю, почему они не соглашаются. У них был флот из 159 кораблей. Теперь каждый корабль уничтожен и лежит на дне. У них были военно-воздушные силы, множество самолетов. Теперь у них нет самолетов. У них больше нет ни систем ПВО, ни радаров. Ракетные возможности в основном уничтожены. У них что-то осталось, примерно 18-19%. Но это ничто по сравнению с тем, что было раньше. И их руководство уничтожено. Так что я считаю, что мы победили. Пакистан активно задействован в переговорном процессе, передает послание от иранцев американцам и наоборот. Цель Исламабада озвучил министр иностранных дел Исхак Дар. Мы стремимся превратить это прекращение огня в окончательное и постоянное завершение войны. Но есть требования, без которых любое соглашение будет слабым, не внушающим доверия, и тогда Израиль будет действовать. У нас общие цели, и главное из них – это устранение обогащенного урана в Иране, всего обогащенного материала, а также демонтаж возможностей Ирана по обогащению. Президент Трамп считает, что сможет добиться этого тем или иным способом. Однако мы готовы к любому сценарию. Именно такую задачу я поставил перед армией обороны Израиля и нашими силовыми структурами. Израиль сегодня силен как никогда, а Иран и его прокси слабы как никогда.
При этом Иран мечется в поисках влиятельных покровителей. Министр иностранных дел Исламской Республики за неделю до Трампа отправился в Китай. По всей видимости, чтобы передать президенту США некое послание. Но на камеру Аббас Аракчи выдает тексты про силу и мощь режима аятолл. Наши китайские друзья считают, что Иран после войны отличается от довоенного Ирана. Его международный статус вырос, и он продемонстрировал свои возможности и силу. Поэтому впереди открывается новая эпоха сотрудничества между Ираном и другими странами. В ожидании сделки США возвращают Ормуз в Совет Безопасности ООН. И на этот раз вместе с арабскими монархиями Персидского залива. Постпред США при ООН Майкл Уолтс заявил, что США, Бахрейн, Кувейт, Катар, Объединенные Арабские Эмираты и Саудовская Аравия готовят новый проект резолюции против Ирана. Цель документа – осудить действия Тегерана в Ормузском проливе и добиться восстановления свободы судоходства. Требования проекта резолюции: прекратить атаки на торговые суда, отказаться от попыток взимать плату за проход через Ормуз, остановить установку морских мин, раскрыть местоположение уже установленных мин. Это уже вторая попытка Вашингтона провести Ормузскую резолюцию. Предыдущий документ был заблокирован Россией и Китаем. Теперь США меняют тактику. У новой резолюции более узкие задачи, и сосредоточена она прежде всего на минировании международных вод и угрозах глобальной торговли. Фактически Вашингтон пытается перевести конфликт вокруг Ормуза из двустороннего кризиса США и Иран в глобальный вопрос мировой экономики. Диана Тосунян, 9 канал. Итак, в критический момент переговоров об окончании войны за неделю запланированного визита президента США в Китай в Пекин прилетел глава МИДа Ирана Аббас Аракчи. Он встретился, как мы уже говорили, с министром иностранных дел Ван И, проинформировал его о ходе переговоров с американцами и заверил, что Иран серьезен и последователен на поле дипломатии. И сейчас на связь со студией выходит специалист по Юго-Восточной Азии Роман Файншмидт. Добрый вечер. Шаббат шалом. Шаббат шалом, Роман. На ваш взгляд, какую роль Китай действительно сейчас играет в текущем кризисе? Что значил этот визит Аракчи за неделю до поездки Трампа? Можно ли говорить, что Пекин становится, своего рода посредником между США и Ираном? Да, такой большой вопрос, и, наверное, ответ у меня тоже будет немножечко длинный. Начнем с того, что действительно подобный визит, он, конечно же, не случайный. Фактически он демонстрирует то, что Китай играет очень интересную игру и, конечно же, направленную на ослабление своего главного геополитического противника, непосредственно Соединенных Штатов. Ну, опять-таки, начнем с контекста. Контекст у нас таков, что главным для Ирана у нас, конечно, главным партнером является Китай. Уже очень долгое время. Больше 90% поставок иранской нефти, которая, не забываем, вообще-то является санкционной, как раз у нас приходится непосредственно на Китай. И плюс еще почти 75% торговли также приходится у нас на Китай. Редко, когда торговые партнеры доходят до таких больших цифр. То есть мы видим с вами очень сильную взаимозависимость между игроками. И посмотрев как раз на текущий контекст, можно увидеть, что для Ирана сейчас как раз просто экзистенциально важно выстраивать мосты между своими союзниками. Это, опять-таки, можно обозначить ось Москва-Тегеран. Пекин с Москвой, как мы видим, контакт у нас был. Скорее всего, здесь вопрос касается дипломатического и военного трека. С Китаем же вопрос касается, опять-таки, как геополитические аспекты, так и, соответственно, экономические. Почему экономический? Иранский режим у нас все-таки находится в очень крайне тяжелом экономическом положении. И, соответственно, в ближайшее время экономические проблемы могут дать о себе знать. Следовательно, необходима финансово-экономическая помощь, и такая возможность есть непосредственно со стороны Китая. И если рассмотреть с контекста челночной дипломатии, можно увидеть, что визит Аббаса Аракчи – это своего рода сверка часов. То есть, опять-таки, попытка понять, какие красные линии есть между, соответственно, Ираном и Китаем, на что можно согласиться в рамках текущих переговорных процессов, а на что, соответственно, соглашаться нельзя. Да, конечно, Иран здесь находится в таком ведомом положении, но важно помнить, что Иран все равно является
остается у нас партнером, но не союзником. Поэтому все равно есть определенные опасения, что Китай может, соответственно, провернуть какие-то свои собственные внешнеполитические шаги, как, например, в вопросах новой резолюции, которая у нас, опять-таки, касается не только Соединенных Штатов, но вообще-то и других игроков Персидского залива. И плюс ко всему, конечно же, вопроса торговой сделки. Да, вот мы теперь переходим из плоскости торговых споров, которые уже стали, наверное, обыденностью между США и Китаем, в плоскость уже геополитической игры. Поскольку сейчас мы можем увидеть, что у Китая, кроме такого козыря, как влияние на рынке редкоземельных металлов, то, что очень ярко выделялось в прошлом году, теперь появился и второй козырь. Это непосредственно иранский вопрос. Почему его важно так обозначить? Во-первых, то, что уже на следующей неделе, 14-15 мая, у нас будет непосредственно встреча между Си Цзиньпином и Дональдом Трампом. Уже говорят, что автомобиль, так называемый «Зверь», автомобиль Дональда Трампа уже прибыл в Китай. И, соответственно, переговоры, скорее всего, будут очень непростыми, поскольку нужно определить, какие все-таки подвижки должны быть совершены в рамках сделки. И неожиданно Си Цзиньпин может задать вопрос. Вы хотите триумфально завершить кризис в Персидском заливе? И мы не знаем, какой ответ может дать Дональд Трамп, потому что цена ответа – это снятие обнуления пошлин и, соответственно, снятие ограничений на поставку высокопродуктивных полупроводников. Почему я очень осторожно отношусь к этому аспекту? Почему на это важно обратить внимание? Поскольку логично предположить, что США не могут отказываться от своего технологического верховенства, своего технологического доминирования в этой крайне важной сфере. Но Дональд Трамп у нас находится также в непростом положении. Во-первых, это влияние технологических гигантов, и мы не знаем, соответственно, какое у них есть мнение по этому вопросу. А во-вторых, это, конечно же, мнение избирателей. Не забываем, что вообще-то в начале ноября 2026 года у нас будут выборы в Конгресс Соединенных Штатов. И, скорее всего, эти выборы пройдут очень-очень непросто. Средний американский избиратель уже немножечко устал от происходящих событий. Опять-таки, цена на бензин выросла с $3 за галлон до 4,5, почти до 4,5. Это очень много. И, конечно же, хотелось бы немножко этого избирателя успокоить, чтобы он проголосовал за республиканскую партию, а не за демократическую. Опять-таки, я больше склоняюсь к тому, что торговая сделка, скорее всего, будет продлена на положениях октября прошлого года, то есть, опять-таки, будет касаться тех же тарифов и тех же пошлин. Скорее всего, будут затронуты новые сделки по агропродукции из США, то есть согласится покупать. И, может быть, даже еще и самолеты Boeing также Китай согласится закупить, поскольку они сейчас ему очень-очень даже будут нужны. Но, соответственно, согласится ли Трамп обнулить пошлины или как-то их значительно снизить в обмен на улучшение ситуации в Иране, а эта ситуация сейчас под контролем Китая, это вопрос открытый. Роман, еще пару минут у нас с вами остается, поэтому вот ответьте еще на такой вопрос. Некоторые эксперты считают, что эта война серьезно упрочила геополитические позиции Китая. Так ли это? И может ли Пекин в нынешних обстоятельствах претендовать на роль главного гаранта стабильности в регионе? И изменилось ли отношение к США в азиатском регионе как к гаранту стабильности? Тут я все-таки чуть покороче отвечу. Да, можно согласиться, что роль Китая несколько усилилась в относительном измерении, то есть сравнивая с другими геополитическими акторами, то есть прежде всего с представителями коллективного Запада. Это Европейский Союз, который у нас оказался очень чувствителен к энергетическому кризису. Это и Соединенные Штаты, которые выделяются у нас не совсем понятной, предсказуемой внешней политикой. И это вызывает серьезные вопросы в регионе Восточной и Юго-Восточной Азии. Опять-таки, это непоследовательность, непонятность для азиатских игроков, она привела к тому, что, например, та же Япония или Южная Корея все-таки отказались от возможности, например, принять участие в совместном патрулировании Ормузского пролива. Хотя, опять-таки, интерес у них очень даже серьезный.
Кроме того, можно заметить, вот недавно как раз вышли результаты опроса населения Юго-Восточной Азии. Можно увидеть просто резкий скачок симпатии к Китаю. В том же Сингапуре рост с 47 до 66%, то есть 66% населения скорее выберет Китай в качестве союзника, партнера, нежели чем Соединенные Штаты. Но, опять-таки, мы с вами говорим о краткосрочных перспективах. Да, мы видим, что неопределенность внешней политики США, она порождает некоторые опасения. Но что у нас будет со среднесрочной и долгосрочной перспективой? Здесь ответы кроются в том, какая сделка у нас будет достигнута в отношениях между Вашингтоном и Тегераном. Все-таки многие политики прекрасно понимают, что теократический, можно сказать, шизофренический режим Ирана, он не должен иметь ядерное оружие, и США, соответственно, хоть может быть и несколько экспрессивно и хаотично, но все-таки смогли добиться этой цели. Опять-таки, мы должны смотреть уже на более долгий срок, поскольку история региона прекрасно знает, когда поспешные выводы приводили к совсем не тем результатам. Роман, большое спасибо за ваш комментарий. На связи со студией был специалист по Юго-Восточной Азии Роман Файншмидт. Всего доброго. До свидания. Еще одна небольшая пауза, и после этого продолжим программу «Война и мир».